Мы будем стоять, и если мы кого-то увидим, мы кричим «стоп», он останавливается, и мы смотрим и едем дальше. Зебры. Мы близко прям к нему подъехали. Они прям так близко вообще подошли, круто. Надо, конечно, это все, чтобы люди очищали, потому что так можно всю Африку засрать. Наш отель находится на пляже Бамбури. Сейчас мы покажем вам его, пройдем по нему и посмотрим, какие здесь есть отели, какой берег и что здесь интересного. Все, я уже нарядилась, я здесь остаюсь. Скорее всего, здесь водоросли никто не убирает, их и так очень много намывает, они так здесь и остаются. Носороги настоящие. Из красного дерева много фигурок. Подходят местные, предлагают свои услуги. Массажи, экскурсии, снорклинг, дайвинг, все что угодно. Доброе утро. Океан сильно ушел с утра. И отлив просто огромный. Я иду, надела футболку, чтобы не догореть. Покажу вам, что есть на дне. Тая тоже сейчас переоденется и присоединится. Смотрите, что делается. Вот так вот вода отходит аж до самого рифа. На Занзибаре мы вставали рано, уходили прям к рифу, находили огромных морских звезд, ежей, всяких морских огурцов и красивые раковины. Но это очень круто. А здесь вот за все дни, которые мы в Кении, первый раз океан ушел так далеко. Я думаю, что где-то через час-полтора вода вернется. И вот сейчас все люди с отелей, многие повыходили и бродят где-то аж на горизонте. Вот эти норы, здесь кто-то живет. Очень много маленьких крабиков, но они такого цвета, что их тяжело заметить. Сейчас попробую ближе подойти. Не получается, потому что они мгновенно зарываются в норки на дне. Здесь каждое утро очень много лодок, но сейчас их всех убрали. Вон они там стоят и буквально стоят на дне. Во время такого отлива туристы, которые остаются в отелях, они обычно у бассейна чилят или в барах. Ждут, пока океан вернется. Тая выспалась, идет ко мне. Мама ходит просто босиком, потому что у нее тапки сразу такие, что разлезть по воде здесь. Таи кроксы, и она их здесь не снимает. Вот это не пустая банка или бутылка, это буёк. И он сейчас там, где мне по щиколотку воды. А мой знакомый мужчина, Сергей, вон ушел куда далеко, хочет дойти до рифа и попробовать поплавать. Вот эти все холмики, это норки, выкопанные кем-то. Сегодня мы едем в заповедник 7 километров отсюда, он называется Нгууни. И там есть тропа жирафов, по которой мы пройдем буквально 1,5-2 часа. Ну, посмотрим на жирафов, возможно, сделаем какие-то фоточки, просто погуляем, подышим свежим воздухом. Жирафы живут там на свободе, территория большая довольно-таки, о них заботятся там и делают все, чтобы им было хорошо и комфортно. Но единственное, конкретно я не уверена, потому что я, насколько я знаю, сам парк этот огорожен. То есть, когда мы ездили, как называется, Цаво или... Цаво сафари парк. Когда мы ездили, на сафари мы это ездили, полностью была дикая территория, там была огорожена проволокой вот этой электрической, только вход в сам парк и отели сами. А тут, получается, насколько я знаю, то это конкретно более закрытый центр, поэтому я не уверена. Мы приедем, посмотрим, как там есть. Поэтому, потому что я бы не хотела ездить в какое-то закрытое место. Но это не зоопарк, Тая не любит зоопарки, и где животных содержат в неволе. Это не так, это место другое. Это именно заповедная зона, да, и животные там живут на свободе. Я имею в виду, что мы еще не видели, есть там огороженные, потому что, насколько читала я, они там есть. А мама читала другое и рассказывает мне немного это. Ну, сама территория, конечно, огорожена, чтобы эти животные не выходили в деревни близлежащие, чтобы не выходили на дороги. А так территория большая, и они там на свободе. Они не живут в клетках, там нет вольеров. Я сегодня одна с утра плаваю, жду, когда отлив
пройдет и океан вернется, пойду еще в океан поплаваю. Ну а потом уже поедем на тук-туке. Это такси местное. Вызовем такси и поедем в заповедник. Ай, нет? Мы едем на вот таком транспорте. Кстати, тук-тук вызывала через приложение Bolt и очень удобно. Буквально 2 минуты и он подъехал. Стоимость 400 шиллингов. Ехать нам 7,5 километров. Здесь очень сильно трясет. Бездорожье. Тая такой не любит. Мы едем по бездорожью, по обочине, потому что на трассе очень большие пробки, много фур, и нам нужно как-то поскорее это объехать, по возможности. О! Реально понимаю, что тех, кто никогда не был в странах Африки, вот такая Кения и жизнь местных может шокировать. Мы не привыкли к такому. Все очень бедно, очень много нищеты, разрухи, грязи и антисанитарии. То, что вы видите сейчас вот в этой дороге, по которой мы едем, это практически центральные районы Момбасы. Заправка, цены на бензин. Очень много мини-рыночков, различные торговые ряды, лотки. Продают вдоль дороги все, что угодно, начиная от фруктов, овощей, заканчивая какими-то блинчиками, которые готовят тут же. С водой тут проблемы, и ее нет, она привозная. Момбаса – старейший и второй по величине город Кении, расположенный на Коралловом острове в Индийском океане. Это главный морской порт страны. Здесь смешение африканской, арабской и индийской культуры. Здесь достаточно высокий уровень преступности, очень много воров, поэтому если вы где-то гулять собрались по центру города, я лично от себя советую снять с себя золотые украшения и осторожно с телефоном, потому что подбегут, вырвут, вы даже не успеете среагировать. Таких случаев среди туристов здесь очень большое количество. Всю Момбасу и что интересного посмотреть в ней я покажу в одном из следующих видео, а сейчас мы уже подъезжаем к нашему парку. Все, мы доехали. Это начало и вход. Здесь мы подождем нашего гида. Билет я покупала на букинге. И сейчас покажем ему в электронном варианте. И пойдем. Территория заповедника начинается вот так. Тропы, дорожки, там дальше вообще какие-то заросли. Мы сейчас сидим здесь, ждем с мамой в тени и ждем, пока приедет гид, потому что еще через полчаса, когда все будут собираться. Это Амар, наш гид, и он будет сегодня с нами гулять по заповеднику. Нам сказали, что здесь кроме жирафов, таких больших животных не живут, это где-то диких, и львов здесь нету, к примеру, леопардов тоже. Нет тех, кто ест мясо, вот так вот. Образно. И мы сейчас идем к этим тропам, где жирафы гуляют. Здесь еще страусов можно встретить, различных птичек цветных. Посмотрим. Мы зашли в теневую зону, здесь прям какой-то туннель из деревьев. Амар говорит, что мы сейчас выйдем на открытое пространство, где будет очень жарко и палящее солнце. Цикады. Что-то типа цикад. Мы идем и увидели, что там антилопа где-то за деревьями стоит. На солнце сейчас просто адище, градусов 40, дышать нечем. На тропе много следов каки. Я хочу сказать, что не взять головные уборы, это была реально наша тупость. Смотрите, какой ребеночек жирафа. Этот маленький жирафенок, Амар говорит, что ему 3 месяца, он только недавно родился. Они такие милые, так хочется подойти потискать. Сейчас в такое время очень-очень жарко, прям ужасно. Страусы здесь бегают повсюду.
Жирафы допускают, чтобы к ним подходили вот так, на 2 метра, а дальше, конечно, они боятся. Омар гремит ему кормом, и он идет за ним по звуку. Мы покупали билеты через интернет. Я просто загуглила Момбаса прогулка с жирафами. Увидите. Там цена одна, но если вы приедете на тук-туке напрямую к воротам парка, зайдете, здесь есть касса, это будет дешевле. Смотри, антилопы идут есть. Только что их кормили, приходили, насыпали им корм на стол. Антилопы пытаются забрать у жирафов. В этот заповедник в основном приезжают ради того, чтобы увидеть жирафов так близко. Но здесь также обитают антилопы и водоплавающие птицы. Он маленький еще по возрасту, это видно. Здесь очень много страусов живет. Они также гуляют по всей территории вместе с жирафами. Им кинули корм, и они прямо клювами долбят в землю. Там у второго страуса перьев очень много не хватает сзади. Да, у него жопа голая какая-то. Мне кажется, он сам себе их выщипал, наверное. Да нет. Вон, у него прям там такие остатки. Нам рассказали, что здесь обитают 250 видов птиц всего. Здесь есть небольшое озеро, и сюда животные приходят на водопой. Remember when you said it doesn't get better than this? Only a fool would've let you go. You got into my head. Am I about to lose myself? When will all of this fade away? 'Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. Bags? Yeah, to make a bag or a hat or even some months. Yeah. Из вот таких штучек плетут сумки и шляпы. And they're very, very long. And then you can make a bag or Птицы вьют гнезда вот так вот на деревьях. a female one. Yeah. Female, they are like round somehow, and they've got very long tail, claws. Смотрите, какой он милый. Это как наш Паша в аквариуме дома, только это чуть-чуть побольше. И такой тяжеленький, килограмм 6, наверное, он весит или 7. Они едят вот эту капусту Really здесь. soft. Их много, целая кучка. Здесь вот эта самая большая черепаха, ей 41 год. Короче, почти как мне. А остальным всем по 25, по 30. Омар помнит год рождения каждой черепахи и кому из них сколько лет. Здесь везде есть теневые зоны, беседки для пикника. Это удобно, можно спрятаться от палящего солнца. В беседке здесь есть рисованные жирафов и их имена, в общем-то. Валентина, приз, которого нам показывали. У каждого жирафа, да, есть имя свое собственное. Ксена вон есть, Ксена. Луис. Ну, мы, конечно, по фото не сможем понять, кто это из них кто. Угу. Тот, кто самый большой, это папа жираф, да? Вот тот здоровый. Насколько мы поняли и походили, здесь ограждений никаких нету, то есть они все ходят где хотят. Ну, только кроме черепах, возможно, чтобы на них никто не наступил. Ну да. Единственное, что мы тоже видели, как их кормили. Там антилопы очень хотели есть, их отпихнули, взяли. Смотри, как он обдирает эту пальму, да? Мы сокращаем обратный путь, идем где-то по тени, потому что можно сдохнуть, так как жарко очень. Здесь вода стоит 50 шиллингов, а у нас в отеле такая бутылочка 150. Мы уже возвращаемся. Еле дошли обратно, было тяжело очень. Реалии Момбасы.
Мы вернулись в отель. Здесь кокосы разбивают. Я вам покажу свой модный кошелек. Кулечки. Один кокос 100 шиллингов. Попробуй, хоть вкусный. Ну, я не собой встречаюсь, не часто ем. Такой, как в прошлом году во Вьетнаме. Да? Дегустирую. Хороший, но теплый. Там, где мы гуляли, было прям очень-очень жарко. Мама говорит, 60 градусов, но я думаю, максимум 35. Но очень сильно солнце шпалило, а я жару вообще не переношу, поэтому не очень было. И единственное, мне не понравилось там жирафов, чтобы, немного пинают, когда еду им дают и так далее, и когда туристы хотят сфоткаться. Я больше за то, чтобы они просто сами по себе гуляли, и никто просто не трогает их, и все. Ну, я не видела, чтобы их пинали. Я видела, что у него такая палка была большая, и он просто этой палкой его подвинул, чтобы они не забирали друг у друга еду. Вот Там так. антилопы немного отбирали. Кокосы снимают. Утром, помните, отлив какой был? А сейчас океан вернулся. Мы вернулись, вода вернулась, океан вернулся. Так классно, какой кайф вообще. Тая не хочет плавать в океане, а зря. Это вообще такое непередаваемое ощущение. Я сегодня плавать уже не буду, но меня мама все равно заставила намочиться полностью. Полностью. Вот это она называет полностью. Сегодня океан теплейший. Нам осталось здесь быть совсем немного. Сегодня, кстати, вот эти водоросли со дна все ушли. Дно чистейший песочек. Ну, вот такое плавает, чуть-чуть травки. Но вообще каждый день здесь по-разному. Я вот тут на пляже выторговываю тебе сувенирчики. Вот, здесь много всех. И все принесли свой товар. И ты видишь, чего мне это стоит? По отелю лазят обезьяны. Если вы живете на первом этаже, это чревато тем, что у вас будут они тырить вещи. Поэтому все убирайте с балкона. Told you to walk away. That was my first and last mistake. I'm blue without your face. But what can I do? 'Cause I'm just a У меня сегодня какая-то вкусная рыба с лимонным соусом. Коты нашли слабое звено.